Всем привет! В этом ролике свяжем красивую двухцветную шапку. Шапку можно носить как с помпоном, так и без него. Я вяжу на девочку 8 лет. Ширина готового изделия 20 см, высота 22 см. Вязать будем из двух мотков пряжи Gazal Baby Bamboo и Gazal Baby Love. 16-38 цвет пряжи Gazal Baby Love. 95-213 цвет Gazal Baby Bamboo. Мне захотелось такое яркое сочетание. В обоих мотках на 50 грамм 115 метров. И на ощупь пряжа практически идентичная. Очень мягкая, велюровая. Отлично подходит для детских изделий. Полотно из этой пряжи получается очень нежным. Мы будем вязать двухцветным узором. Узор плотный, отлично подходит для шапок. Напоминает рис, но вяжется по-другому. Для вязания шапки я беру спицы номер 5, длина 40 см. Отворот будем вязать в 2 нити. Начинаю с нити голубого цвета и обычным способом набираем 70 петель. Это количество петель на обхват головы 52-53 см. Количество петель должно быть четным. Набрали нужное нам количество петель, плюс одну петлю набираем для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание. Следим за тем, чтобы косичка наборного ряда вся смотрела в центр круга и нигде не перекручивалась. Снимаем петлю с левой спицы. Накидываем на нее петлю с правой спицы. Затягиваем нашу соединительную петлю и разворачиваемся. Разворачиваемся мы для того, чтобы отворот был с красивым краем. Первую петлю я переснимаю на правую спицу. Далее начинаем вязание резинкой 1 на 1. Одна петля изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая. Все петли в этом ряду провязываем за переднюю стенку. Довязали ряд. Начало ряда у нас там, где хвостик. Далее над изнаночным вяжем изнаночные, над лицевыми лицевые. Изнаночные провязываем за задние стенки, лицевые за передние. Формируем резинку 1 на 1. Всего я провяжу 26 рядов резинкой. Это около 13 сантиметров отворота. После того, как провязали нужную нам высоту отворота, одну нить отрезаем. Далее вязание у нас будет идти в одну нить. И сейчас нам надо увеличить количество петель примерно на треть. Я повешу маркер начала ряда. Мы будем вязать голубым цветом в одну нить. Провязываем одну лицевую. Далее из одной петли нам надо вывязать 2. Одну лицевую провязываю из первой нити, вторую лицевую из второй. Далее снова одна лицевая. Из одной петли вывязываем 2. Так будем вязать до конца ряда. Одну петлю провязываем обычной, из второй вывязываем 2. Сейчас у меня на спицах 104 петли. Количество петель должно быть четным. Подводим к вязанию нить розового цвета и начинаем наш узор. Провязываем одну лицевую, следующую петлю снимаем, нить за работой. Одна лицевая, петлю снимаем, лицевая, петлю переснимаем. Таким образом довязываем ряд до конца. Второй ряд узора. Мы вяжем розовой нитью и провязываем только розовые петли. Провязываем их изнаночными. Голубые петли будем переснимать, нить за работой. Одна изнаночная, одну петлю переснимаем. Провязываем розовые петли розовой нитью. Каждым цветом мы провязываем 2 ряда. Довязали второй ряд розовой нитью, переходим на нить голубого цвета. Теперь будем провязывать только голубые петли, а розовые переснимаем. Переснимаем розовую, голубую провязываем лицевой. Вяжем петли за ближайшую стенку, следим за тем, чтобы они не скрещивались. Здесь я голубые петли провязываю за передние стенки. Розовые петли переснимаем, нить за работой. Одна лицевая, одну петлю переснимаем. В следующем ряду розовые петли также переснимаем, голубые провязываем изнаночными. Одну петлю переснимаем, нить за работой, одна изнаночная. Довязываем таким образом ряд до конца.
Затем снова переходим на вязание розовой нитью. Провязываем одну лицевую, голубую переснимаем, нить за работой. Розовые петли провязываем розовой нитью, голубые переснимаем. Довязываем таким образом ряд до конца. В следующем ряду розовые петли будем провязывать изнаночными. Затем меняем цвет, 2 ряда вяжем голубым цветом. Меняем цвет, вяжем розовым. Если работаем с розовой нитью, провязываем только розовые петли. Если с голубой, то только голубые. И таким образом вяжем на нужную нам высоту. Я провязала 16 сантиметров основного узора. В высоту у меня здесь вывязалось 23 розовых узелка. На этом этапе мы начинаем делать убавления для формирования макушки шапки. Сейчас у меня в работе будет розовая нить. Провязываем 3 петли вместе лицевой. Голубую петлю переснимаем, нить за работой. 1 лицевая, петлю переснимаем. Снова провязываем 3 вместе лицевой. Петлю переснимаем, 1 лицевая, голубую петлю переснимаем. Таким образом будем вязать до конца ряда. 3 вместе лицевой, 1 петлю переснимаем. 1 лицевая, петлю переснимаем. В конце ряда 1 лицевая, петлю переснимаем. Следующий ряд у нас без убавлений. 1 изнаночная, петлю переснимаем. Розовые петли провязываем изнаночными, голубые переснимаем. В следующем ряду рабочая нить у нас голубая. Розовую петлю переснимаем, провязываем 1 лицевую. Розовую петлю переснимаем, нить за работой и 3 вместе. Снова переснимаем розовую петлю, 1 лицевая, петлю переснимаем, провязываем 3 вместе. Таким образом довязываем ряд до конца. В конце ряда 1 лицевая, петлю переснимаем, 1 лицевая. В следующем ряду розовые петли переснимаем, голубые провязываем изнаночными. Этот ряд у нас без убавлений. Для удобства вязания здесь можно перейти на носочно-чулочные спицы. В следующем ряду у нас снова убавки. Мы работаем сейчас розовой нитью. Провязываем 3 петли вместе. Голубую переснимаем. 1 лицевая. Голубую переснимаем. Снова 3 петли вместе. Петлю переснимаем, лицевая, переснимаем. Довязываем ряд до конца. Затем провязываем ряд с изнаночными петлями без убавлений. И вновь у нас голубая нить в работе. Здесь петлю снимаем, лицевая, петлю снимаем, 3 вместе. Будем так вязать до конца ряда. Нити отрезаем, вставляем в иголку с широким ушком и пропускаем через все наши петли. Шапочка наша готова. Отправляем ее на ВТО. Я стираю в машинке на режиме ручной стирки, сушу на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Так выглядит смена нитей с изнаночной стороны. После ВТО пряжа еще больше преображается, становится мягче, нежнее. На шапку можно прикрепить помпон, можно носить без него. Вот такая чудесная яркая шапка у нас вышла. Спасибо вам за внимание.